Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю просто роскошный, незабываемо вкусный торт фисташковое мороженое. Торт будем готовить с малиновой начинкой. Торт удивительно вкусный, со вкусом дорогого итальянского фисташкового мороженого. Очень легкий на вкус фисташковые коржи, необыкновенно вкусные 3 вида крема здесь будет. Идеально этот торт подойдет на любой праздничный стол и тем более на зимние праздники, благодаря своему виду и своему уникальному разрезу здесь. Итак, готовим сначала корж. 4 яйца среднего размера, добавляю туда щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю просто до состояния пены. И добавляю туда сейчас 160 грамм сахара. Повзбиваю примерно 4 минуты. Дольше взбивать здесь нет смысла. Сейчас, когда масса уже хорошо взбилась, я добавляю туда 80 грамм растопленного сливочного масла. Масло, естественно, не должно быть горячим. Комнатной температуры. Здесь у меня фисташковая паста. Фисташковая паста натуральная. Такого желтоватого цвета он меня не устраивает, поэтому я ее окрасила небольшим количеством жирорастворимого пищевого красителя. 80 грамм слегка подкрашенной этой пасты я добавляю сейчас в тесто. Этого будет вполне достаточно. Она даст сейчас красивый цвет тесту, и вкус будет очень-очень насыщенный. Фисташковая паста здесь у меня не сладкая. Добавляю туда сейчас 200 мл пахты. Вы можете брать просто кефира комнатной естественной температуры. Кто в Германии живет, девочки, это бутермильх. 240 грамм муки и 8 грамм разрыхлителя. Здесь у меня в этой миске я просто все смешала уже и просеиваю сразу в массу. И 100 грамм молотой фисташки добавляю туда. Все это я перемешиваю. Вот такая красивая однородная смесь. Благодаря тому, что я окрашивала фисташковую пасту, цвет будет благородно фисташковый зеленый. Здесь у меня форма, по сути, 22 сантиметра в диаметре, хотя при покупке эта форма была указана как 24 сантиметра в диаметре. Всегда говорю по факту. Корж у меня выпекался при температуре 175 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне примерно 45 минут. Дала ему сейчас полностью остыть. Когда он у меня уже полностью остыл, стабилизировался, я извлекаю его из формы и нарезаю сейчас на 3 коржа. А шапочку мы будем использовать для украшения. Этого можно не делать, но я буду использовать в этом торте, потому что она дает красивый зеленый цвет, сразу такую бархатистую, также на вкус текстуру торту. Чтобы коржи не высыхали, пока я готовлю следующие начинки и крем, я их заверну просто в пищевую пленку. И готовим уже малиновую начинку. 500 грамм размороженной малины я довожу до кипения и сразу же снимаю с огня. Обязательно перетираю сейчас всю малину через сито. Я переливаю эту малиновую жидкость уже обратно в ту же кастрюлю, где я доводила малину до кипения. Здесь 35 грамм кукурузного крахмала, 100 грамм сахара и 100 миллилитров холодной кипяченой воды я туда добавляю. Все это я очень хорошо сейчас перемешиваю. И добавляю уже к малиновой этой жидкости, по сути малиновое пюре. Здесь у нас отправляю сейчас все это на плиту. И на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу сейчас всю эту массу до кипения. Как только она у меня закипит, я ее буду уваривать еще примерно минуту. Она станет яркой в цвете, загустеет и снимаем с огня. Переливаю в ту емкость, где у меня эта масса сейчас будет остывать до комнатной температуры. Накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы масса не заветривалась. И убираем пока что в сторону. И сейчас, когда уже масса остыла, готовлю крем. 9 грамм желатина. Добавляю туда 6 столовых ложек холодной кипяченой воды. Сразу же перемешиваю, чтобы не образовывались комочки. И даю желатину набухнуть. Желатин берите качественный. Срок годности должен быть у желатина еще хотя бы год, чтобы он у вас хорошо работал. Набухший желатин я импульсами разогреваю в микроволновке примерно 20 секунд. 500 мл охлажденных сливок для взбивания,
8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахарной пудры и 250 грамм охлажденного сыра маскарпоне. Сливки берите 33% и выше. Кто в Германии живет, можно взять 32%. В оптовых магазинах продаются сливки всегда 33% и выше, уже кондитерские. Это для Германии, я говорю, это будет Метро, Эдека, Гроссмаркт и так далее. Я повзбивала этот крем пару минут до таких очень мягких пиков. И добавляю туда 200 грамм охлажденной сметаны, у меня 24% жирности. Она не должна быть здесь ни в коем случае кислая, эта сметана для этого торта. И она должна уже быть такая плотноватая, то есть она не должна литься, эта сметана, она не должна быть жидкой. Пару столовых ложек крема я откладываю сейчас в желатин, перемешиваю, чтобы температура выровнялась, и добавляю обратно это все в крем и взбиваю уже до устойчивых пиков. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Сила желатина здесь у меня примерно 220 блюм. Так как крем у нас сливочный, здесь нужно смотреть, чтобы масса у нас не отслаивалась. То есть проверяйте постоянно, когда вы увидите, что масса сильно становится густой, что вам уже, может быть, даже где-то трудно ее взбивать, буквально каждые 10 секунд проверяйте, чтобы у вас крем не перевзбился. Когда пойдут первые самые пустоты, сразу начинайте постоянно проверять крем. Прекращайте взбивание и смотрите, что у вас происходит на венчиках. Итак, вот такой глянцевый, однородный, красивый, очень устойчивый у нас крем получился. Подробное видео по этому крему уже выложила на канале, ссылочку я оставлю в описании к данному видео. Сейчас 1/3 от общей массы крема я отложила в кондитерский мешок. Оставшиеся 2/3 крема я делю на 2 равные части. И по сути в 1/3 крема я добавляю 100 грамм вот этой окрашенной фисташковой пасты. Взбиваю все это до однородности. Все со стеночек обязательно собираю сейчас, потому что крем будет неоднородный, если не соберем. А нам нужен красивый, именно насыщенного фисташкового цвета и вкуса крем. Отставляю в сторону. К 3-й части этого крема, потому что одна у нас светлая часть белая, вторая фисташковая и 3-я малиновая. И вот к 3-й трети крема я добавляю сейчас 3 столовые ложки малиновой начинки. И взбиваю также до однородности. И этот крем малиновый тоже очень вкусный получится и будет прекрасно держать форму. Я сейчас все эти начинки, и малиновую начинку, и все эти виды крема перекладываю в кондитерские мешки. Вот это очень важно для этого торта сделать. Если у вас по какой-то причине нет кондитерских мешков, берите просто мешки для заморозки продуктов. И начинаю сейчас сборку торта. Нижние 2 коржа я ничем пропитывать не буду. Коржи очень нежные, очень влажные, они в принципе не требуют пропитки. Чтобы торт у меня держал хорошо форму, я их не пропитываю. Если вы любите мокрые коржи, тогда вам следует пропитывать. Я буду пропитывать верхний корж молоком. Сейчас из белого крема я сделала вот такой бортик, как бы в 2 яруса такой. И фисташковый крем вот такими шариками я отсаживаю на нижний корж. В шахматном таком порядке, достаточно хаотичном, но все-таки как бы в шахматном порядке. И между фисташковыми шариками я отсаживаю малиновый крем. И каждый шарик крема, и малиновый, и фисташковый, я наполняю малиновой начинкой. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Малиновой начинки здесь много не будет. Здесь очень сбалансированный вкус у этого торта. Еще отвечу на следующий вопрос в комментариях. На какую ягоду, кроме малины, можно заменить малину? Это брусника, это красная смородина, возможно, клубника, но вишню я бы брать не советовала, она тяжеловата уже. Надставляю бортик, выкладываю уже следующий корж. Теперь остатки крема я наношу просто вот такими полосами. Можно было все наносить просто полосами, тогда будет идеально ровный разрез. Как и в большинстве моих тортов, есть такие прекрасные разрезы, начинки симметричные. Но здесь мне хотелось сделать именно креативный такой разрез, чтобы в каждом кусочке был свой неповторимый рисунок. И вот нижняя прослоечка у нас так и будет выглядеть именно в этом торте.
Сейчас остатками малинового крема я выровняла верх торта. Остаток светлого ванильного крема я выкладываю в кондитерский мешок с насадкой 2D. Кондитерская насадка у меня здесь. И из него я сделаю быстрое украшение. И если вы обратили внимание, что торт с таким нежным кремом, но на желатине, я намеренно собираю без кондитерского кольца, чтобы показать вам преимущества и функции этого крема на желатине. В предыдущем видео, как я уже сказала, я подробнейшим образом рассказала все об этом креме. Вы можете по ссылке пройти и посмотреть его. Я сейчас поставлю буквально здесь на несколько минут в кольцо этот торт. Сразу говорю, что если вы новичок, сначала возьмите ацетатную пленку или бумагу для выпечки, вот так вот сделайте из нее полосы, только потом возьмите, оденьте это кольцо и поставьте в холодильник, чтобы у вас немножко он стабилизировался. Но у меня огромный опыт, поэтому я вам показываю, чтобы показать функции этого крема и стабильность этого крема. Вот именно для этого я это делаю, чтобы вы видели, насколько стабильный этот крем на желатине. То есть это, я еще раз повторяю, делаю для того, чтобы показать вам наглядно, насколько этот крем, вот эта рецептура этого крема хороша и стабильна. И при этом крем остается очень легким и воздушным на вкус. Верх торта я посыпала измельченными фисташками, также шапочку от бисквита я измельчила в измельчителе, посыпаю и боковины торта, и также слегка верх торта. Фисташковым кремом я сделала вот эти листики остатками фисташкового крема и украсила свежими малинками. В каждом кусочке торта у нас неповторимый, уникальный рисунок будет. Неотъемлемой частью культуры зимних, рождественских, новогодних праздников является роскошный праздничный стол. И даже разрезом этого торта можно удивить своих гостей, потому что здесь, в этом торте, в каждом буквально кусочке будет свой уникальный неповторимый рисунок. Если же вы хотите такой симметричный разрез, как вот в верхнем слое у меня, то следует делать тогда по принципу верхнего слоя, как мы его наполняли, бороздами отсаживать каждую начинку. Но мне здесь хотелось сделать именно такой необычный креативный разрез, чтобы он также являлся своеобразной изюминкой на праздничном столе. Торт необыкновенно просто вкусный, со вкусом дорогого фисташкового итальянского мороженого. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.